Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить очень необычный автобус. Это ZIL-3250, и я бы назвала это практически последним, а может быть и нет, детищем завода ZIL. И, конечно, московское правительство пыталось спасти этот завод путем заказа таких автобусов для своих нужд Мосгортранса, но, к сожалению, это не помогло заводу остаться конкурентоспособным. И давайте строить этот автобусик. Но, к сожалению, я не помню эти автобусы в Мосгортрансе. Не знаю, может быть, мне просто такие маршруты не попадались. А в целом в интернете довольно много фотографий, как ZIL используется в качестве транспортного средства городского. Но на моей памяти почему-то очень хорошо запомнились желтые лиазы. И, кстати, видео о постройке этого автобуса у меня есть на канале. Вы можете его найти. И, к сожалению, такой автобус опять уже не купить, чтобы собрать себе в коллекцию. И вот раскраску, которую я сейчас буду делать, она выполнена в бело-зеленых тонах. То есть белый автобус, вместо синей полосы, как здесь, две зеленых. И такие автобусы довольно долго курсировали на улицах Москвы. И потом я их стала видеть в Подмосковье. А сейчас Мосгортранс использует синий цвет как свой основной. И наверху каждого автобуса есть такая интересная эмблема, которая как бы символизирует кольца Москвы, насколько я понимаю. Ну, такая какой-то иероглифы, я бы так их, наверное, назвала. Вязь. Похожа немножко даже на арабскую письменность. А еще в соседнем доме во дворе парковался такой автобус. И довольно долгое время он стоял бесхозный. Ну, как бы не бесхозный, просто он не выходил в свой рейс, я так понимаю. Хозяин автобуса жил в этом доме и парковал свое средство прямо под окнами всех своих соседей. И, к сожалению, например, в Москве, ну, не знаю, может быть, это правило для всех городов справедливо, то, что автобусы и другие крупногабаритные машины, как грузовики, нельзя парковать в обычных дворах, а их место на спецстоянках. И вот, руководствуясь этим правилом, инициативная группа нашего и соседнего дома пытались выжать этот автобус с парковки, но, к сожалению, у них ничего не получилось. И через несколько лет просто владелец этого автобуса его продал. А в целом, не знаю, как у вас обстоят дела с парковками во дворах, у нас в последнее время стало намного проще. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Это смоляная модель от АВД, и в ней всего лишь несколько деталей, буквально кузов, днище, корпус и несколько мелких деталей и очень много сидений. Вообще модель от АВД из смолы – это такой предмет коллекционирования. То есть их выпускают небольшим тиражом, и, соответственно, если тираж разобрали, то купить потом эту модель довольно-таки сложно. И поэтому я стараюсь всегда брать смоляные модели от АВД. Тем более там бывают очень интересные прототипы. Например, вот этот бычок. В самом начале работы я загрунтовала днище и корпус, и сейчас белой краской от фирмы Мачете я покрою его кузов. Обычно белые краски – это проблемные краски, но в случае с Мачете тут все по-другому, потому что она ложится ровнее. Да, конечно, сложнее подбирать нужную консистенцию с растворителем, но это делается каждый раз не с первого раза. То есть у меня нет универсальной пропорции, но все равно в итоге получается такой ровный слой. Правда, иногда приходится наносить несколько слоев, но это не проблема. И потом эту краску можно легко отполировать. А теперь я наношу после грунтовки обычный черный на днище автобуса. Тут я применяю черный цвет от фирмы Gemscale. И я просто задую эту деталь в черный цвет, потому что у модели и черный пол, и черное днище снизу машины. А поскольку модель я делаю в цветах Мосгортранс со времен 2000-х годов, то тут мне нужно поработать зеленым цветом. В частности, мне нужно окрасить низ в зеленый цвет. Я долго экспериментировала с зеленым цветом, и на самом деле он не совсем такой чисто зеленый цвет, а такой чуть желтоватый. Поэтому я смешиваю зеленые и желтые цвета, и такой краской я нанесу первую полосу зеленого цвета внизу автобуса. А на корпусе для нанесения зеленых полос мне нужно воспользоваться скотчем.
И это довольно-таки трудоемкий процесс, и вы видите, что я тут работаю и зубочисткой, и пинцетом, и все равно у меня не всегда получается ровная длинная полоса одинаковой ширины, а это здесь самое главное. Поэтому мне иногда приходилось и перекрашивать, и подправлять. А еще мне не сразу понравился цвет, и мне пришлось второй раз окрашивать эту полосу. Зилы – это одно из моих любимых направлений в моделизме, и благодаря тому, что я живу, наверное, недалеко от завода ЗИЛ, вернее, от бывшего завода. В свое время у них был очень интересный автопарк, особенно в последние годы перед закрытием завода, и мне нравились его эксперименты, которые так и не воплотились в жизнь, хотя кто мешал, а на этот вопрос, наверное, будет ответом целое расследование. У меня на канале Даша Техник выходило большое видео о последних днях завода ЗИЛ и о том, как его пытались спасти, или же делали вид, что спасают. В общем, очень рекомендую посмотреть. А еще у меня недавно вышло видео о ЗИЛ-131, тоже на канале Даша Техник. Там я показала несколько вариантов этого грузовика, которые вы вряд ли могли видеть. Например, РСЗО «Град», который довольно-таки редко попадает в кадр. И я задула сиденье в коричневый дермантиновый цвет из аэрографа, и сейчас я вручную окрашиваю поручни черным цветом. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technik. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Это же автобус, и мне нужно рисовать очень много резиновых уплотнителей. Делаю я это кисточкой при помощи черной акриловой краски от ICM. Также черной акриловой краской от ICM я поработаю над фурнитурой автобуса. В частности, всякие разнообразные ручки и петли. Это довольно-таки сложный и муторный процесс. Тут нужно немного сноровки, тем более, что эти детали отлиты вместе с корпусом автобуса, и поэтому это довольно-таки сложно, потому что если бы эти детали были отдельные, их бы можно было бы и окрасить отдельно, и потом уже приклеить. Также я тут окрашиваю эмблему ЗИЛ в черный цвет и надеюсь, что получилось даже неплохо. И также я поработаю над фарами. Если включить фантазию, то у меня получились глазки. Маркером от Gem Scale я прорисовываю отражатели фар. И настал момент, когда можно наконец приклеить сиденье на свои места. Делаю это я при помощи суперклея. Я просто промазываю посадочные места кресел клеем, и тут все очень просто. Я просто аккуратно каждое кресло ставлю на свое место. У модели два вида кресел. Это двухместные кресла и одноместные кресла. И, конечно же, я не помню такой ЗИЛ на линиях Мосгортранса. Но зато я помню были Фиаты. И, по-моему, это были Фиаты Дукато. И, возможно, даже эти модели изготавливались в России. В свое время они работали как замена маршруток. Вы помните, раньше были желтые газели с такими страшными дверьми, где надо было еще оплату передавать через других людей. И это было таки очень неудобно. И вспоминается это как кошмар. В общем, это очень неприятный такой транспорт. И им на замену пришли стандартизированные фиаты, у которых оплата была по проездному, как у обычного автобуса. И при этом это были маленькие автобусики. И у них даже были номера маршрутов такие же, как у больших автобусов. И это было, мне кажется, очень удобно. И, кстати, они были быстрее, и народу в них было меньше. А сейчас на этих кадрах я черной масляной краской пройдусь по небогатому рельефу. Кузову автобуса выделю двери и выделю вот эти вот выштамповки возле передних колес. Смывка – это черная жидкая масляная краска, которая легко затекает в углубление рельефа модели. Конечно, у моделей, где много заклепок, всяких там винтиков, скобочек и так далее, например, как у недавней модели Су-101. Вот этот прием очень даже сильно оживляет модель, а тут особо поиграться негде. То есть мне нужно выделить только капот, двери, может быть, фальш-радиаторную решетку и, в принципе, все. И этим приемом тут поработать особо и негде, но зато черная смывка придаст такой немножко вид повидавшей жизни машины. И, в принципе, это тоже подойдет образу этой машины даже на пользу. Потом излишки смывки я убираю при помощи White Spirit. Я использую художественный White Spirit в своей работе и просто вытираю излишки. И при этом обратите внимание, что я пытаюсь убрать излишки вертикальными движениями, чтобы как бы имитировать поток дождевой воды на корпусе. И мне осталось прорисовать повторители поворота. Они же поворотники, и на бампере они выполнены той же деталью с днищем машины, что очень неудобно. Обычно они бывают вставные и стеклянные.
Также красками по стеклу я окрашу прозрачные детали. Использую я красный цвет для стоп-сигналов и оранжевый цвет для повторителей поворота. И мне осталось приклеить герб Москвы, чтобы показать, что этот автобус работает на линиях Мосгортранса в Москве, и инвентарный номер автобуса, который был у каждого такого автобуса. Это заметно по фотографиям. Декали я взяла из своих запасов, потому что у модели АТВД из смолы не бывает декалей в комплекте. Вернее, они бывают, но очень редко. И тут мне пришлось порыться в своих запасах, и я нашла декали, которые мне нужны. И как раз я сейчас их и перевожу. Мне осталось только приклеить номер. И тут надо найти номер со старым московским регионом. Это был либо 77-й регион, либо же 99-й, то есть без первой циферки. Потому что современные коды региона это 199, 197 или же 777, и они сюда не подойдут, потому что эти номера только у совсем свежих машин. И вот такой московский автобус у меня получился времен 2000-х. И надеюсь, что мой заказчик будет доволен этим автобусом, так как он приобрел мой предыдущий автобус МАЗ и очень доволен. И вообще он коллекционирует всю технику Мосгортранса. И мне кажется, даже это очень прикольно иметь такую маленькую коллекцию у себя дома. И надеюсь, это видео вдохновило вас на постройку вашей собственной модели и пополнение своей собственной коллекции. До новых встреч. Пока-пока.